Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте Touareg 2018 года выпуска в модификации R-Line. Автомобиль был куплен нашим клиентам уже битым, но под видом почти отремонтированного. Мятые навесные элементы кузова, а именно капот, левое крыло и бампер, были заменены на донорские. И единственное, что выдавало аварийное состояние, это отвратительные зазоры. Со словами «тут осталось доделать совсем немного», авто и был продан. Несложно представить эмоции нового владельца после того, как он разобрал авто и увидел реальные повреждения. Сейчас поставим машину на стапель и посмотрим на них, после чего приступим к ремонту. В первой части видео поговорим непосредственно о ремонте, а во второй половине подробно рассмотрим финансовую сторону. Машину поставили на стапель и подразобрали чуть-чуть. Сняли блок радиаторов вместе с телевизором. Стали видны повреждения лонжерона, самый кончик сильно замят. Кронштейн крепления телевизора сильно поврежден, в нижней части оторван от лонжерона, верхняя вся замята. До чашки практически все в складках. После чашки повреждений вроде не видно. Правая полка визуально не пострадала. Будем мерить, посмотрим как с размерами. Левый лонжерон видно, что чуть приподнят и ушел вовнутрь. Это также видно по подрамнику, который зажат между лонжеронами. Повреждение внизу передней левой стойки. Порван кронштейн, нижнее крепление крыла. Повреждена дверь. На петлях особых повреждений у двери не видно, но дверь в проеме стоит неправильно. Верхний угол двери торчит наружу, в то время как низ практически вровень с задней дверью. Также дверь рваная почти посередине в районе листвы. Задняя дверь стоит в своем проеме ровно, но также есть дырка. Двери, напомню, алюминиевые, будем рихтовать, варить. Также есть повреждения на крыше, но это надо будет вырезать лобовое стекло и рихтовать. Ремонт начнем с морды. Вы на канале Автокрафт, мы начинаем ремонт. Ремонт начинаем с самого поврежденного места. Это передний левый лонжерон. В нижней его части ставим зажим, даем небольшую нагрузку на башню и, прогревая автогеном, прорихтовываем складки. Переставляя зажим, выпрямляем все заломы. Направляющую крыла вытаскиваем вперед, чтобы освободить зажатые детали, которые нам надо снять для дальнейшего ремонта. Открутили подрамник, выставили его в правильное положение. Получилось, что на правом лонжероне болты стоят ровно в середине отверстия подрамника, а на левом, чтобы закрутить болты, придется лонжерон вытаскивать в левую сторону. Даже без каких-то измерений понятно, что лонжерон загнут в сторону двигателя. Будем вынимать его наружу, в левую сторону. Захватив лонжерон ремнями безопасности, вытаскиваем его в левую сторону. Проведя измерения, становится ясно, что наружу нужно вытащить лишь места крепления двух передних болтов подрамника. Поэтому в середину лонжерона ставим гидравлику. Мы выставили лонжероны, зафиксировали подрамник.
Переходим к ремонту кронштейнов крепления телевизора. Сейчас будем выставлять правый. Измерение диагонали дало изменение в размере в 15 мм. Кронштейн ушел чуть направо и назад. Это видно по болтам крепления к лонжерону. Со стороны двигателя, не знаю, видно ли на камеру, болты ушли вверх вместе с кронштейном, а передний болт смещен назад. Соответственно, поправив кронштейн, все должно встать на место. Ослабим болты, выставим кронштейн. Переходим на левую сторону. Вместо обещанного донора с направляющей крыла и куском лонжерона приехала вот такая деталь. Это лишь накладка направляющей крыла. Хотя весь этот ремонт и затевался при условии, что будет привезен донор. А так выглядит наш замученный кронштейн. От лонжерона кронштейн оторван со стороны двигателя, со стороны колеса и с внутренней стороны. Очень сильный залом прямо перед чашкой. Все дело в том, что этот кронштейн состоит из двух элементов. Вот эта часть – это черняга. А вот эта часть целиком, включая, естественно, лонжерон, алюминиевая. И внутренняя часть этого элемента тоже алюминиевая, включая саму чашку. Поэтому здесь весь крепеж производится на клепке. Где-то в этом районе будем обрезать чернягу и менять вот этот элемент. Вот этот. Все остальное будет рихтоваться и вытягиваться. Захватываем ремнем, даем небольшую нагрузку на башню и вырубаем окошко в наружной детали, чтобы открыть доступ к внутренней части направляющей крыла, которая не будет меняться. То обстоятельство, что клиент не смог купить донора, увеличило срок ремонта почти на неделю. Вместо замены узла пришлось его восстанавливать, а усложнило этот процесс именно то, что все изготовлено из алюминия. Со слов хозяина Туарега, с донорскими запчастями на этот кузов дела вообще обстоят плохо, их просто нет на разборах. Но так как подобные рассказы мы слышим от каждого второго клиента, желающего сэкономить на покупке запчастей, мы связались со своими поставщиками. К большому удивлению, отовсюду пришел отказ. И из Белоруссии, и из Польши, и из Германии. В общем, пришлось смириться и приниматься за восстановление. Подрихтовав и прям под нагрузкой высверливаем клепки. Примерив деталь, решили не резать ее, а поменять полностью как есть. Для этого убрали и подчистили на кузове остатки и подрихтовали переднюю часть направляющей крыла.
Итак, мы отделили все мятое и ненужное, подрихтовали более-менее то, что остается у нас. Но чтобы дорихтовать детали, их придется снять с кузова. Эту часть мы снимать не будем, это черняга. К ней приклепана чашка алюминиевая и приклепана вот эта деталь, которая идет к лонжерону. Она тоже алюминиевая. Поэтому мы здесь ее отделим. Тут открутим, она откручивается. Дорихтуем и потом уже будем собирать детали кузова и тот элемент, который мы меняем. Деталь отделяем от кузова, подрихтовываем, пару раз ее ставим, снимаем, фиксируем с новым элементом и переходим к первой сборке. Накидываем крылья, рихтуем и ставим усилитель бампера и фары. Закрываем капот. Таковы результаты первой сборки. Плохой зазор между капотом и крылом. Между донорским крылом и дверью вообще нет зазора, особенно внизу. По фаре вроде зазор более-менее. С правой стороны между капотом и фарой практически нет зазора. По зазору между крылом и капотом понятно, что капот находится полностью впереди. Его надо на петлях двигать назад. Зато зазор дверь-крыло достаточно приличный. Начнем с капота. Открываем капот, регулируем петли, закрываем капот, проверяем. Открываем капот, регулируем петли, закрываем капот, проверяем. И так до тех пор, пока капот не встанет в нужное нам положение. Регулируем фары, накидываем бампер с решеткой. Закрываем капот и, убедившись, что все зазоры более-менее получаются, опять разбираем всю морду. Новую деталь и элемент, который мы рихтовали, снимаем. Места будущего соединения зачищаем и прогрунтовываем 3М-овским грунтом. Деталь на кузове также зачищаем и грунтуем.
Как и завод, мы наносим двухкомпонентный клей герметик, и там, где будут заклепки, мы протягиваем винтами, а где будет сварка, зажимаем третьей рукой. What we live through here and in other places. И опять начинаем проверочную сборку. Собрали морду, получили ровные зазоры. Появился зазор между крылом и дверью, достаточно ровный. Хороший зазор между капотом и фарой. Капот надо будет еще подрихтовать. Также ровный зазор между правой фарой и капотом. Чуть подвести еще крыло. Но сейчас мы на это не обращаем внимания. Нам нужны ровные зазоры, которые позволяют теперь разобрать опять машину и проклепать элемент, который сейчас собран на болтах. Опять разбираем. Начинаем клепать. Проклепан Touareg не обычными строительными вытяжными, а специальными алюминиевыми заклепками с потайной шляпкой. Мало того, что их не найти в продаже, и цена на них, мягко говоря, не самая гуманная, так еще и клепаются они только специальным инструментом, ценник на который варьируется от 4 до 8 тысяч евро. Такого клепальника нет даже у большинства официалов. Заклепки мы изготовили самостоятельно, по образу и подобию заводских, и, потренировавшись, смонтировали вручную. Да, есть в этом некая кустарщина, однако результат нас очень порадовал, а самое главное, полностью удовлетворил хозяина Touareg. Выкручивая по одному винту, устанавливаем заклепки. Проклепав, переходим к сварке. Проварив и зачистив швы, все места ремонта полностью прогрунтовываем. Итак, с мордой закончили, но впереди еще много рихтовки. Начнем с капота. Про специфику ремонта алюминия мы уже рассказывали в видео про ремонт 212-го Мерседеса. Кому интересно, обязательно посмотрите. Переходим на водительскую дверь. Здесь, напомню, была рваная рана с длинной и очень глубокой вмятиной. Скажу лишь то, что на работу только с дверью ушло почти 2 дня.
А пока поговорим про историю самого автомобиля. Напомню, что клиент купил автомобиль битым и как бы почти восстановленным. Как он смог выяснить позднее, первым хозяином Туарега была девушка, которая до того, как попасть в аварию, успела наездить всего 30 тысяч километров. После аварии девушка, естественно, обратилась за возмещением ущерба в страховую компанию. Далее все развивалось по следующему сценарию. Нечистый на руку сотрудник страховой компании насчитал максимально возможную сумму ремонта. В стоимость ремонта закладываются все возможные запчасти и, естественно, в оригинальном исполнении. Хотя на практике, когда дело доходит до ремонта по страховке, оригинальные запчасти на ваш автомобиль поставят только в случае полного отсутствия альтернатив. Но такое бывает крайне редко. В подавляющем большинстве случаев устанавливаются самые дешевые китайские детали. По данному авто перечень всех деталей сейчас на экране. По итогу вышли астрономические 4,6 миллиона рублей. Таким образом, хозяйки показали полную нерентабельность восстановления автомобиля и что ей проще, получив компенсацию, купить новый Туарег. При этом хозяйки предложили сразу продать авто по остаточной стоимости, что она сразу и сделала. Важным моментом является то, что даже при выплате по страховому полису более 70% автомобиль не списывается в тотал. Далее автомобиль подшаманивается по самому бюджетному варианту. Мятые элементы снимаются, грубо отбиваются молотком и навешиваются обратно на кузов. Все, что нельзя выпрямить, заменяется на самые дешевые аналоги. После сборки получили такие зазоры. Хорошо ровно встал бампер, фары. Подрихтованные заварены двери. Теперь, опустив машину, будем рихтовать стойку лобового стекла и крышу. В данном случае, например, переднее правое крыло было выгнуто на коленке и прикручено обратно. Было установлено китайское ветровое стекло за 3400 рублей, на котором даже нет креплений датчиков. И это на авто в максимальной комплектации. Передний бампер был установлен бэушный с самой дешевой комплектации. На Arline он даже не подходит. Его кое-как прикрутили, и вроде как нормально. И так далее. После таких процедур автомобиль выглядит уже не так страшно, как после аварии. И не у профессионала может создаться иллюзия, как будто уже действительно начаты какие-то работы по восстановлению. В таком виде машина продается новому владельцу с хорошей скидкой, которая по факту и близко не может перекрыть будущие траты на ремонт. К вмятым ребрам приварили пластины. Получается, здесь два ребра. Одно идет возле полотна, второе проходит посередине почти этого элемента. Доходит до границы с лобовым стеклом. С помощью приспособ попробуем, погрев алюминий, приподнять ребра вверх. Нынешний клиент является большим любителем туарегов.
8 лет назад он по такой же схеме купил битый Туарек во втором кузове, восстановил его и ездил до тех пор, пока не вышел третий кузов. Полгода назад ему попался на глаза этот автомобиль, и он решил его купить. Стоит отметить, что слесарку и всю работу с электроникой он делает самостоятельно. После 5 недель в кузовном цеху автомобиль отправляется на покраску. В принципе, он ездит сам, но в бортовом компьютере очень много ошибок, поэтому транспортируем автомобиль на эвакуаторе. Весь ремонт занял неполных 2 месяца. И вот такой результат у нас получился после сборки и полировки. Заменили китайское стекло на оригинальное, потому что, кроме всего прочего, в нем не отражалась проекция со штатной приборной панели. Клиент самостоятельно настроил всю электронику, которой в этом автомобиле невероятно много, снял все ошибки и теперь уже своим ходом покидает нашу мастерскую. Кроме качественного нанесения лакокрасочного покрытия, в подобном ремонте огромное значение имеет нанесение герметика. Тут, как видите, маляр исполнил все на 5 баллов, и шов не отличить от заводского. Это же касается и исполнения проклепанной детали. Слева все так же, как справа. Вот интересный ракурс для сравнения зазоров по морде на отремонтированном нами автомобиле, он сверху, и Туареге, который месяц назад выехал новым из салона, он соответственно снизу. Если вам понравилось видео, то обязательно нажмите что-нибудь под ним и напишите, что думаете по поводу ремонта в комментариях. Любой, желающий помочь каналу материально, может оформить подписку на Патреоне. Мы переходим к следующему автомобилю. До новых встреч!